Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу показать вам вот такой кружевной узор. Он как нельзя лучше подойдет для летних и нарядных изделий. Красиво будет смотреться также в шалях и палантинах. Вечернее платье получится изумительное. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Если же вы любите вязать от горловины или ваше изделие предполагает вязание от горловины, этот рисунок будет выглядеть вот таким образом. Изнаночная его сторона выглядит вот так. Для вязания такого ажура подойдет любая гладкая пряжа, легкая фантазийная пряжа. Также будет красиво рисунок этот смотреться в пушистых видах пряжи. К примеру, вот из льна выглядит этот рисунок вот таким образом, как эта футболочка. Мой образец связан из более толстой пряжи. Это стопроцентный хлопок, где идет 220 метров в 100 граммах. И вязала я его на спицах номер 3,5. Что хочу сказать еще по спицам. Как их подбирать. Вот этот рисунок я пробовала в рыхлом исполнении, и он потерялся за счет того, что здесь и так достаточно много дырочек, и еще рыхлое вязание, и рисунок у меня потерялся. Но это все очень индивидуально, так как видов пряжи очень много, нужно все пробовать. Но для себя я сделала вывод, что спицы под этот узор нужно подбирать или же те, которые предлагает производитель пряжи, или же чуть меньше, на полразмера, на размер меньше, нежели рекомендует производитель. А теперь давайте попробуем провязать этот узор вместе. И начнем с того, что рассмотрим схему узора. Здесь никаких сложных приемов нет. Убавление и накиды. Раппорт узора составляет 14 петель в ширину и 28 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт этого узора. Здесь нет никаких сложностей с переходами и нет петель симметрии. Поэтому я набрала 16 петель, 14 это петли узора и 2 кромочные. Тем, кто вяжет на слух, будет очень удобно, потому что после кромочной сразу начинается раппорт узора. И он провязывается до конца ряда, не считая кромочную петлю. Если же вы вяжете по кругу, вы набираете количество петель кратное 14 и, соответственно, кромочные петли у вас будут отсутствовать. Первый ряд. Кромочную я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево петли должны быть открыты, развернуты, то есть вторая дужка петли смотреть на меня, чтобы петли не получались скрещенными. И я их провязываю одной лицевой вот таким вот образом. Дальше 1 лицевая, накид, 3 лицевые петли, 2, 3 и перекрещивание петель 1 на 1. Я это выполняю без дополнительной спицы, то есть за работой я подхватываю вторую петлю и провязываю ее лицевой. Вот таким образом. Не сбрасывая петли с левой спицы, возвращаюсь к первой петле, вторую петельку придерживаю пальцем, чтобы не захватить ее, когда буду провязывать первую петлю. И провязываю вот таким образом первую петлю. Далее сбрасываю все 2 с левой спицы, и петли у меня получились перекрещенные. И продолжаю вязать 3 лицевые, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении вправо петли на спице должны быть расположены классически, то есть первая дужка смотреть на меня. И провязываю я их вот таким вот образом. 1 лицевой.
Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю кромочной петлей. Все четные ряды этого узора вяжутся по рисунку. В данном случае здесь идут все изнаночные петли. Накиды также провязываются изнаночной петлей. Если вы вяжете по кругу, соответственно, все петли вы провязываете лицевыми, и накиды также провязываете лицевой петлей. Я думаю, здесь никаких сложностей нет, поэтому четные ряды, те, в которых нет никакой особенности, я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную я просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. Этот ряд начинается с накида. Обычно такие узоры я вяжу дополнительные петли с левой и с правой стороны полотнища, вот как у меня в образце связано, чтобы накид не доходил, не начинался сразу после кромочной, так как при сшивании изделия здесь получится дополнительная ненужная дырочка. Поэтому всегда рекомендую провязывать дополнительные петли симметрии. В образце, который я провязываю вместе с вами, я их не делала намеренно, чтобы не путать зрителей, которые вяжут на слух. После кромочной петли я начинаю вязать раппорт узора. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид. Как он делается? Это 1 накид и второе обвитие вокруг спицы, это и есть двойной накид. И продолжаю вязать. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Вы вяжете дальше полотно, и раппорт узора заканчивается накидом и начинается накидом. То есть вот здесь, в середине полотна, у вас будет двойной накид. И только лишь в конце ряда, как у меня, у вас будет накид только 1. И ряд заканчивается кромочной петлей. 4-й ряд я провяжу вместе с вами. Двойной накид провязывается по-разному, и по ходу вязания я покажу вам оба способа. Вы выберете, который вам больше подходит. Итак, кромочная петля, накид провязываю изнаночной открытой, далее идут изнаночные петли до двойного накида. Я двойной накид провязываю как первый накид изнаночной, а второй накид лицевой скрещенной. Вот таким образом. Если вы хотите, чтобы в узоре вот эти дырочки были побольше, тогда накид провязывается, сейчас дойду до второго накида, 2 изнаночные провяжу петли, вот снова двойной накид, тогда накид провязывается просто изнаночной петлей и сбрасывается полностью накид, а в лицевом ряду из этого накида вывязывается дополнительная лицевая петля. Сейчас я провяжу до конца ряда изнаночные, потом распущу все это, вернусь и буду вязать так, как вязала образец. Итак, сейчас я вяжу не по узору, не по схеме, просто показываю, как в таком случае провязывается двойной накид. Итак, довязываю я до двойного накида произвольно. Вот, здесь у меня был двойной накид, есть 1 лицевая петля. Продевается спица в это отверстие и вывязывается дополнительная лицевая петля. Затем провязывается лицевая петля, которую вы провязали в накиде.
Вот таким образом можно этот двойной накид еще провязывать. Я выбрала для себя другой способ, потому что для меня еще в изделии получаются эти дырочки где-то раза в 1,5 больше в реальности. Для меня такая вещь будет неносибельной, поэтому я выбрала себе первый вариант провязывания 2 накидов по изнаночной стороне. И так я с вами и буду вязать узор. Итак, сейчас я распущу вот то, что я провязывала, показывала, как провязывается двойной накид вторым способом. И вернусь к вам, когда мы будем вязать 5-й ряд. Итак, 5-й ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 8 лицевых петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Если вы вторую петлю из двойного накида вывязываете по лицевой стороне, вы ее учитываете при счете, который я озвучиваю и который указан на схеме. Итак, я провязала 8 лицевых петель, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю кромочной петлей. В 6-м ряду никаких особенностей нет. Накид провязывается изнаночной стандартно, поэтому его я провяжу за кадром. 7-й ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю сразу вязать раппорт узора. 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 1 лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 9-й ряд. Кромочная петля и начинаю вязать раппорт узора. 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, двойной накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая петля. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю кромочной. 11-й ряд. Кромочная петля, я ее переснимаю и вяжу раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 13-й ряд. Он начинается перекрещиванием петель. Но так как у меня в начале ряда только 1 петля из тех, которые нужно перекрещивать, поэтому я провязываю ее просто лицевой петлей. Итак, кромочная,
1 лицевая вместо перекрещивания, далее идет накид, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые петли, 2, 3, 4. И вы выполняете перекрещивание, как я показывала, провязывая первый ряд. Петли эти меняете местами. Я же заканчиваю ряд, поэтому провязываю так же, как и в начале ряда, просто лицевую петлю. И ряд заканчиваю кромочной. 15 ряд, так же, как и предыдущий лицевой ряд, начинается перекрещиванием петель. Я здесь также буду провязывать просто эту петлю лицевой. Итак, кромочная, 1 лицевая, далее вяжу по схеме 3 лицевые петли, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 3 лицевые петли и далее идет перекрещивание петель. Так как я заканчиваю вязать ряд, то я провязываю просто 1 лицевую и ряд заканчиваю кромочной петлей. 17 ряд, кромочная петля. Я ее пересняла и начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 19 ряд. Кромочную петлю я просто переснимаю и вяжу раппорт узора. 4 лицевые, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 лицевые петли. 3, 4. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю кромочной петлей. 21 ряд. Кромочная петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю кромочной петлей. 23 ряд. Кромочная петля, далее идет накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля и накид. В этом ряду также начинается и заканчивается раппорт узора накидом. То есть у вас здесь будет идти двойной накид. И только в
конце ряда вы провязываете один накид и ряд заканчиваете кромочной петлей. 25 ряд. Кромочная петля, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю кромочной петлей. 27 последний лицевой ряд этого узора. Кромочную петлю я переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 3, 4, накид, перекрещивание вот этих 2 петель. Я за работой подхватываю вторую петлю, провязываю ее лицевой, не сбрасывая, возвращаюсь к первой и провязываю ее. Затем сбрасываю обе петли и продолжаю вязать симметрично. Накид, 4 лицевые, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю кромочной петлей. И вот так выглядит один раппорт этого узора в светлой пряже. Надеюсь, узор вам понравился, потому что он действительно очень красивый, очень интересный и летний. Поэтому всем желаю легких петелек и красивых изделий. До встречи на канале!